Есть такая шутка. Бог не мог быть везде одновременно, поэтому он придумал бабушек и дедушек, так называемых прародителей. Для тех, кто не в курсе, прародители– это родители отца и матери, как по отцовской линии, так и по материнской, начиная от третьего поколения. Прародители являются родственниками второй степени и имеют 25% генетического совпадения с внуками. В дореволюционные времена обсуждение роли бабушек и дедушек в жизни молодой семьи даже представить было невозможно, так как весь внутрисемейный уклад подчинялся неписанным правилам и был весьма логичен. Так, младший сын приводил в дом родителей жену и хозяйку, и молодая семья принимала от родителей эстафету по обеспечению общего благополучия, поручая заботу о собственных детях старшему поколению. Пока дедушки и бабушки были еще в силе, то занимали более активную жизненную позицию. А когда становились немощными, то уже дети и внуки осуществляли заботу о них. И так продолжалось с поколения в поколение. Отличительной чертой нынешнего времени является то, что многие бабушки и дедушки еще очень активно работают, даже по достижению ими пенсионного возраста. В конце концов, один ребенок – это не ребенок. Мы тебе все поможем. Вы? Хорошо, допустим. Кто останется с Машей завтра? Причин для такого их поведения очень и очень много. Для одних остается открытым материальный вопрос, а для других очень важно быть востребованным в профессиональном плане. Плюс молодой коллектив, дающий ощущение значимости, молодости и внутреннего комфорта. Многие ведут свой собственный бизнес. Поэтому работающие бабушки и дедушки чаще помогают молодой семье не тем, что непосредственно осуществляют заботу и воспитание подрастающего поколения, а тем, что подкидывают деньги на нужды. Видеть со своими внуками исключительно по торжественным дням и праздникам. Есть такие прародители, которые справедливо считают, что уже сполна выполнили свои обязательства перед своими детьми. И теперь настала очередь самих детей заботиться о своем продолжении. Как правило, такие бабушки и дедушки с большой неохотой остаются со своими внуками. Точно так же, сводя свое отношение с внуками к необходимому минимуму. Я не призываю молодых родителей целиком и полностью полагаться на вековой опыт предков, так как иногда бывает, что прародители, с одной стороны, пытаются конкурировать в вопросах воспитания внуков с их родителями. Иногда дедушки и бабушки бывают необоснованно уверены в своих методах воспитания, что даже не пытаются прислушиваться к мнению родителей. И это, конечно, может навредить ребенку. И в такой ситуации лучше исходить из того, что прежде всего будет полезно малышу. Но отлучать дедушек и бабушек от общения с внуками, особенно если между ними есть искренняя привязанность, это крайняя мера. Возможно только в тех случаях, если у старшего поколения есть злоупотребление алкоголем или имеются серьезные психические заболевания. Все вышеперечисленные примеры говорят нам только об одном, что классические взаимодействия между бабушками и дедушками, молодой семьей и внуками стремительно меняются. И всем нам необходимо приспосабливаться к современным условиям и выстраивать все внутрисемейные отношения без обид и упреков, опираясь на то, чтобы всем в этом сообществе было хорошо и комфортно. По большому счету, свое предназначение бабушки и дедушки уже выполнили. Они воспитали своих детей, и свои родительские инстинкты они реализовали. Поэтому всецело воспитывать внуков бабушки и дедушки не должны. А помогать – да, причем в меру своих возможностей и понимания. Также дедушки и бабушки должны помочь молодой семье стать хорошими родителями и реализовать свой родительский потенциал. А для этого каждый должен выполнять свои социальные программы самостоятельно. Отношения с внуками – это та область, которая может принести много радости в почтенном возрасте, если старшее поколение правильно понимает свою роль. Поколение внуков может проявиться как и награда, так и наказание за дела дедов. Между бабушками и дедушками и их внуками существует своеобразная эмоциональная связь. Обязанности дедов перед своими внуками и ответственность поколений друг перед другом описаны в различных религиозных писаниях. Приведу вам только один пример
который очень хорошо говорит об ответственности. Для тех, кто грешит и не раскаивается, Всевышний ждет и откладывает наказание, дает возможность людям задуматься над их поступками и исправить их. И если они этого не делают, то наказание постигает их детей или внуков. Когда говорится, что Он, Всевышний, вспоминает, то это означает, что Он взыскивает грех отцов с их детей и внуков до 3-го и 4-го поколения. Кстати, хочу поделиться с вами одной страшной историей со счастливым концом, которая называется «Молись и кайся». Пишет одна молодая мамочка. Дело было так. Шел Великий пост. Моя свекровь сильно верующая. Все посты, службы, молитвы и так далее. И вот внезапно моя маленькая дочка, ей было тогда 1,5 года, начинает приставать к бабушке со словами «молись и кайся». Свекровь заволновалась. Ведь, как везде написано, устами младенца сам Бог глаголит. Побежала в церковь, а внучка все не отстает. Молись и кайся, молись и кайся. Бедная свекровь поняла, что настал ее смертный час. И устами младенца с того света призывают ее покаяться перед тем, как забрать ее туда. Все грехи уже свои вспомнила. Просила простить ее перед смертью. А малышка бегает и кричит: молись и кайся, молись и кайся. Однажды мне пришлось отлучиться из дома. Когда вернулась, у подъезда скорая. Народ толпится. Дома свекровь с сердечным приступом. Врачи. И моя дочка со слезами на глазах кричит все: молись и кайся, молись и кайся. И вдруг до меня доходит, что дочка моя просила ее поставить мультик «Малыш и Карлсон». И врачи ржали как ненормальные. И не только они. С тех пор весь наш квартал называет этот мультик «Молись и кайся». Да, это история 1000 лет. Но мне не только юмор. Чтобы подобного не произошло с вами, дорогие дедушки и бабушки, почаще встречайтесь со своими внуками. Так вы лучше будете понимать друг друга. Ну и пора уже перестать косячить. Если вам наплевать на себя, то хоть о внуках своих подумайте. Ведь карму пока еще никто не отменял. Но справедливость и милосердие осуществляются и в награде. Все, над чем человек трудится, и что ему не удается, никогда не пропадает даром. Если награда за усердие не посылается человеку в этом мире при его жизни, Всевышний осуществляет ее в одном из следующих поколений. Величайшим и драгоценнейшим достоянием дедушек и бабушек являются внуки, доказавшие верность и преданность своему наследию. Доброта и честность внуков записываются на счет их дедов. И с другой стороны, когда внуки продолжают идти дорогой дедов, это знак правильного воспитания, которое дали их деды своим детям. Венец старцев, сыновья сыновей, а великолепие сыновей – их отцы, поскольку достижение старости – это обретение человеком окончательного совершенства, когда он проживает столько лет, сколько ему отведено. И это особый уровень, к которому человек приходит, когда достигает совершенства и насыщается сроком своей жизни, не ощущая в нем недостатка. Кроме того, в старости человек становится не настолько материальным, как юноша, полностью погруженный в материю. Ведь к старости тело стареет, а освобождение от материальности – это, несомненно, отдельное достижение. Конечно, возраст, в котором люди становятся бабушками и дедушками, в наше время старостью не считается. И тем не менее, человек, идущий с молодостями путем мудрости, в зрелом возрасте удостаивается украшаться внуками, как венцом. Мы все знаем, что между дедушками и внуками существуют особые эмоциональные связи и особые отношения. Между этими двумя поколениями гораздо меньше напряжения, чем между детьми и родителями. Я тебя лучше всех вообще-то понимаю. Приятно слышать. Ну и зря смеешься. Потому что мы с тобой угнетенные поколения. Это как? А так. Мне еще ничего нельзя. А тебе уже ничего нельзя. Достижения внуков приносят гораздо больше удовлетворения, чем достижения детей. У родителей больше нетерпимости к стремлению детей обрести независимость и тяги к приключениям. Бабушки и дедушки же смотрят на своих внуков в более долгосрочной перспективе.
у старшего поколения. Даже если нет мудрости, то возраст и опыт есть всегда. Какую же роль в воспитании внуков играют дедушки и бабушки? Классическое правило соотношения сил в семье гласит: только папа и мама детей имеют право решать, как им воспитывать своих детей, а бабушки и дедушки учатся говорить «да будет так» на любое решение родителей, даже если оно их не устраивает. Нельзя сказать, что это легко, но это единственное правильное решение. Основной принцип, который все психотерапевты и психологи хотят донести до родителей, состоит в том, что в семье для детей слово родителей главное и последнее. Советовать им, делиться своим жизненным опытом, да, указывать, а тем более делать что-либо наоборот, помогая, нет. Потому что должен быть только один, кто устанавливает правила. От этого зависит эмоциональное здоровье детей. Но ни в коем случае нельзя сказать, что старшее поколение не играет никакой роли в воспитании внуков. Совсем наоборот. Когда мы воспитываем своих детей, мы не знаем, преуспели ли мы в воспитании. И только когда мы видим своих внуков, мы понимаем, хорошо ли мы воспитали своих детей. Роль дедушек и бабушек в воспитании внуков невозможно переоценить. Их любовь невозможно заменить никакой другой любовью. Люблю я ведь его больше всех. Больше сына даже. На него вся жизнь стеклась, и в результате-то. Пожалуй, не надо другого. Обойдемся. И в заключение, дорогие дедушки и бабушки, помните такую штуку. Внуки вас полностью изменят. Вы будете полностью уязвимы и полностью переполненными любовью к ним. С вами был Дмитрий Паршуков. Обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Оставьте комментарии. Поделитесь этим видео с друзьями. Поставьте лайк или дизлайк на ваше усмотрение. До новых встреч!